Всего за 30 лет Советский Союз уничтожил целое море, по которому ходили сотни кораблей, и превратил его в мертвую и бездушную пустыню. Климат изменился, зима стала холоднее, а лето жарче, рыба исчезла полностью, десятки тысяч рыбаков остались без работы, а более 50 тысяч человек бросили свои дома и уехали в поисках лучшей жизни. Но Казахстан не сдался и пообещал, что море вернется назад. Тогда весь мир крутил пальцем у виска. Когда казахские инженеры объявили, что для восстановления моря построят бетонную плотину длиной 13 километров, мир смеялся еще больше. Но случилось то, чего никто не ожидал. Сегодня в Аральское море поступило уже более 1,6 миллиарда кубометров воды. Десятки видов рыб, птиц и животных вернулись самостоятельно, без участия человека. Но полное восстановление Аральского моря до сих пор считается невозможным. Почему эксперты говорят, что восстановление моря – это зря потраченное время? Почему только Казахстан старается восстановить море, когда Узбекистан бездействует? И почему прямо сейчас один из соседей Казахстана строит то, что может уничтожить все успехи по восстановлению моря за месяцы? Середина 20 века. СССР и Америка стоят на пороге ядерной войны, и советская военная машина требует одного – постоянных ресурсов в колоссальных масштабах. Советской армии нужны бинты миллионами метров, парашюты тысячами штук, военная форма для миллионов солдат. Но самый главный дефицит – порох и реактивное топливо. И все это производится из одного нежного белого растения, которое называется хлопок. В разгар холодной войны хлопок превратился в стратегическое оружие, такое же важное, как танки и ракеты. Американский хлопок недоступен, египетский ненадежен, а собственного производства катастрофически не хватает. Тогда Хрущев вместе с советскими учеными посмотрел на карту и нашел идеальное место. Центральная Азия. Жара, солнце, длинный вегетационный сезон – все, что любит хлопок. Главными республиками хлопкового пояса стали Узбекистан и Туркменистан. Именно их степи и пустыни решено было превратить в главную хлопковую плантацию мира. Но есть одна особенность, о которой предпочитали не говорить вслух. Это один из самых водохлебных продуктов на планете. Чтобы вырастить всего 1 килограмм хлопкового волокна, нужно до 10 тысяч литров воды, а вокруг на тысячи километров простирается раскаленная пустыня. Советские инженеры увидели два решения. Две великие реки Амударья и Сырдарья, которые тысячелетиями несли свои воды в Аральское море на границе Казахстана и Узбекистана, и они задали себе вопрос, ответ на который стал приговором для целого моря. Зачем позволять миллиардам кубометров пресной воды бесполезно вливаться в какое-то озеро, если их можно пустить на хлопковые поля и выиграть холодную войну? Так началось убийство 4-го по величине озера на планете. В 1960-х годах по всей Центральной Азии заработала крупнейшая ирригационная машина в истории человечества. Более 30 тысяч километров каналов. Рабочие прорезали степи и пустыни региона, забирая воду из Амударьи и Сырдарьи. Главным символом этой эпохи стал Каракумский канал длиной 1400 километров, который советские газеты называли величайшим инженерным триумфом века. Но за этим триумфом скрывалась катастрофическая халтура, которую никто не хотел замечать. Большинство каналов рыли в спешке прямо в рыхлом песчаном грунте, без бетонной облицовки и гидроизоляции. До 70% всей воды просто уходила в землю и испарялась в раскаленном воздухе, не доходя до полей. Но была одна деталь, которую скрывали даже от Москвы. Глава Узбекской ССР Рашидов пообещал Брежневу невозможное – 5,5 миллиона тонн хлопка в год. Цифра была физически недостижимой, и тогда система пошла на фантастическую аферу. Рабочие клали в мешки камни. Узбекистан каждый год отчитывался 3 миллионами тонн хлопка, а реально поставлял меньше половины. Аральское море умирало буквально ради фикции, ради хлопка, которого не существовало. А поля, ради которых все это затевалось, простирались на миллионы гектаров. Бесконечные белые ковры хлопка от горизонта до горизонта, которые советские газеты называли белым золотом.
В пиковые годы Узбекистан, Туркменистан и юг Казахстана производили миллионы тонн хлопкового сырья, расходуя при этом до половины всей воды региона. До начала этой программы Аральское море ежегодно получало 56 миллиардов кубометров воды. К середине 80-х этот поток сократился практически до нуля. Реки просто не доходили до моря, полностью разобранные на орошение за сотни километров до побережья. Пока чиновники рапортовали об урожаях, прибрежные города умирали в реальном времени. Город Муйнак когда-то был крупным портом. Здесь работали 5 рыбных заводов, 12 рыбоприемных пунктов, сотни рыболовецких судов ежедневно выходили в море. К 80-м береговая линия отступила от города на десятки километров, и суда просто легли на дно прямо у причалов. Рыбаки однажды утром вышли на берег и увидели не море, а растрескавшуюся соляную корку до самого горизонта. В 1987 году море раскололось на две части. В 2002 году южный бассейн распался на западную и восточную части. Но исчезновение воды было только началом настоящего кошмара. За десятилетия орошения реки несли в море колоссальные объемы удобрений, пестицидов и тяжелых металлов, которые оседали на дне. Каждый год в атмосферу поднималось свыше 75 миллионов тонн токсичной соли, смешанной с химикатами. Заболеваемость раком пищевода выросла в 25 раз выше мировых показателей. Туберкулез, анемия и хронические болезни легких стали нормой. В отдельных районах за один день умирали по 2 детей. Они рождались с камнями в почках, потому что матери дышали этим воздухом и пили эту воду. То, что когда-то было морем, стало одной из самых молодых и самых ядовитых пустынь на планете. В 1991 году СССР прекратил существование. 5 новых независимых государств внезапно оказались наедине с советским наследием, тысячами километров каналов, миллионами гектаров полей и полным отсутствием договоренностей о том, кто и сколько воды может забирать. Само Аральское море делили только 2 страны – Казахстан и Узбекистан. Но реки, которые его питали, текли еще через Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, и каждая страна забирала воду для своих полей, и до моря не доходило ничего. Именно тогда казахские инженеры поняли главное – не нужно спасать все море сразу. Северный Арал меньше, компактнее и в него впадает Сырдарья. Ее воды теоретически достаточно, чтобы наполнить эту чашу. В 1992 году произошла первая попытка восстановления моря. Идея была простой. Если перекрыть пролив Берга, узкое горлышко между северным и южным бассейнами, вода перестанет утекать на юг и начнет накапливаться в меньшем северном бассейне моря. К берегу умирающего пролива подъехали обычные строительные самосвалы. Несколько местных инженеров и мэр небольшого города начали выгружать песок в воду. Без бетона и без финансирования, без поддержки сверху. Ученые из столицы открыто смеялись, называя это песочницей для взрослых. По всем законам физики куча песка не могла остановить миллиарды кубометров воды. Но произошло то, чего не предсказала ни одна компьютерная модель. Как только последняя щель в дамбе была закрыта, вода начала подниматься. Казалось, что впервые за 3 десятилетия отступление моря прекратилось. Дамба простояла 7 лет. Весной 1999 года мощный паводок буквально взорвал конструкцию изнутри. Погибли 2 рабочих. Все накопленное за 7 лет ушло обратно в пустоту за несколько часов. Но этот провал доказал главное – возможность возвратить море реальная. Как Аральская плотина 2005 года делала ровно то же самое, что песчаная дамба 1992 года, только из бетона и навсегда. Возведен комплекс защитных дамб по всей длине Сырдарьи, чтобы вода не растекалась по пустыне до того, как дойдет до моря. На высохшем дне моря начали высаживать саксаул. К сегодняшнему дню засеяно уже 500 тысяч гектаров. Корни саксаула скрепляют соляную корку, создают тень, накапливают органику, и постепенно мертвое дно начинает оживать. Также с октября 2024 по январь 2025 в море направили 1 миллиард кубометров воды. Воду заливают целенаправленно, чтобы повысить уровень моря, быстрее развить экосистему и снизить соленость воды.
Прошло всего несколько лет по восстановлению, и северная часть Аральского моря начала возвращаться. Берег, который отступил от Аральска на 100 километров, вдруг оказался в 25. Уровень воды поднялся на 3,5 метра. Как только соленость упала ниже 10 граммов на литр, из речных дельт и озер-убежищ в открытое море хлынула жизнь. В море вернулись судак, сазан, лещ, щука, окунь. Всего 22 вида рыб, которые считались навсегда потерянными для этих вод. Сегодня ежегодный вылов вырос с 0 до 8 тысяч тонн. Работают 12 рыбоперерабатывающих заводов. Число рыбаков выросло с 500 до 3000 человек. Судак из Северного Арала экспортируется в Россию, Китай и Евросоюз. В дельту вернулись 300 видов птиц, включая розовых пеликанов и фламинго. Сайгаки из Красной книги снова выходят на водопой к берегу. Дикие кабаны и волки снова появились в прибрежной зоне. Семьи, которые десятилетиями уезжали из региона, возвращаются домой. Демографы называют это уникальным случаем обратной миграции для всей Центральной Азии. И вот что показывает, насколько далеко зашло восстановление. Объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 миллиарда кубометров. Этой отметки планировали достичь только к 2030 году. С 2024 года Казахстан возглавил Международный фонд спасения Арала и утвердил план из 40 конкретных мероприятий по дальнейшему развитию региона. Но называть это счастливым концом было бы ошибкой. За красивыми цифрами скрываются проблемы, которые никуда не делись. Северный Арал сегодня занимает лишь малую часть от того, что было. 54 тысячи квадратных километров бывшего морского дна до сих пор остаются мертвой пустыней. Казахстан восстановил всего лишь 36% Северного Арала. Ледники горных систем Центральной Азии, Тянь-Шаня и Памира – главный источник воды для обеих рек, питающих Арал. За последние 50 лет их объем сократился на 30%. К 2050 году таяние продолжится, а значит, обе реки будут нести все меньше воды. Также важно отметить, что на дне высохшего Южного Арала до сих пор лежит не менее 110 миллионов тонн соли, смешанной с пестицидами и ядохимикатами. Каждый ветер поднимает эту смесь в воздух и разносит на сотни километров вокруг. Талибы, захватив власть в Афганистане, вдруг начали рыть огромный канал. Канал Куш-Тепа, 285 километров длиной, 100 метров шириной, 9 метров глубиной, будет забирать воду из Амударьи, реки, которая когда-то питала Южный Арал. В итоге Узбекистан и Туркменистан останутся без воды. Они начнут еще больше забирать воду из Сырдарьи, единственной реки, которая питает Северный Арал. И, наконец, давайте ответим на вопрос. Почему Узбекистан не восстанавливает свою часть Аральского моря и не делает того же, что Казахстан? Ответ неудобный. Во-первых, хлопок до сих пор кормит не страну, а коррумпированную бюрократию, которая живет на валютных доходах от его продажи. Во-вторых, и это знают немногие, на дне высохшего Южного Арала находится месторождение нефти и газа. Узбекистан уже бурит там скважины. Живое море означает затопленные месторождения, то есть мертвое дно Аральского моря будет приносить живые деньги. Вот и весь ответ. Вы, наверное, спросите, реально ли восстановить Аральское море полностью? Эксперты отвечают, что есть шансы, но полное восстановление Аральского моря до границ 1960 года потребует не менее 200 лет, и только при условии, что все страны региона полностью откажутся от забора воды из обеих рек и будут инвестировать в восстановление моря. Как бы то ни было, Казахстан доказал миру то, во что никто не верил. Даже мертвое море можно вернуть к жизни, если не сдаваться. А пока сотни ржавых кораблей, стоящих в пустыне на месте бывшего Аральского моря, молча наблюдают за этой игрой человека с природой. И уже знают, какой будет итог.